Сегодня фильм «Далеко-далеко», 1992 год. Автор сценария Боб Долман, режиссер Рон Ховард, в ролях Том Круз и Николь Кидман. Бюджет 60, сборы 137,8 миллионов долларов. 1892 год. Умирающий ирландец, отец главного героя Джозефа, обращается к сыну. Человек без земли – ничто. Земля – это душа человека. Они хоронят отца, подъезжает управляющий Стивен, лендлорда, землевладельца Кристи, и говорит, что рента за землю не выплачена. Они же поджигают дом. Джозеф со старым ружьем отправляется убить Кристи, но в итоге сам оказывается ранен. Дочь Кристи Шеннон хочет сбежать в Америку, зовет с собой Джозефа. И вот на корабле они прибывают в Америку, в Бостон. Джозеф выдает Шеннон за свою сестру. Они поселяются в одной комнате, работают на птицефабрике. Запомнилась стирка белья вручную на доске, все как у нас, но почему-то без полоскания, очень странно. А в это время в Ирландии подожгли дом отца Шеннон восставшие крестьяне. Джозеф и Шеннон, живя в одной комнате, подглядывают друг за другом, и однажды, не выдержав сексуального напряжения, Джозеф бежит участвовать в поединках. Победив, он заработал $4. Он копит деньги на лошадей, чтобы участвовать в гонках за кусок земли в Оклахоме. Он проигрывает очень важный бой, и его изгоняют из комнаты, отобрав все деньги посреди зимы. Они оказываются голодные и холодные на улице. Шеннон ранили, и он принес ее в дом отца Шеннон, который с семьей приехал в Америку разыскать дочь. Джозеф работает на железной дороге, ему снится сон. Как отец напоминает ему, что человек без земли – ничто. Через 8 месяцев Джозеф и Шеннон встречаются в Оклахоме на гонках. Стивен, соперник Джозефа, как всегда, крутится возле Шеннон. Джозеф покупает старую клячу, которая сдыхает. Он покупает дикого необъезженного коня, участвует в гонках. В финале между Стивеном и Джозефом происходит конфликт. Лошадь падает на Джозефа. Шеннон в испуге бросается к умирающему Джозефу, который говорит: «Вся земля мира не нужна мне без тебя. Я знаю лишь одно. Джозеф любит Шеннон. Для меня только это важно». Стивен со словами «Ты сделала свой выбор» покидает место. А Шеннон начинает причитать: «Не покидай меня. Я без тебя не смогу. Мы вместе мечтали об этой земле. Я люблю тебя». Я не могу заглушить рыдания, и тут вдруг Джозеф открывает глаза. При виде скачущих конкурентов они ползут к флажку и вдвоем втыкают его, застолбив участок. Вот она, Америка, страна равных возможностей. Ну, что хотелось бы сказать. Ковыряться в земле, что-то сажать, выращивать, мне это передали мои родители. Хорошо это или плохо, не знаю. Но каждую осень я думаю, что все, надоело, больше не буду ничего сажать. Но приходит весна, и я опять тупо сею семена на рассаду. Недавно у нас была серия ощутимых толчков, и все кинулись покупать участки земли. А квартиры в высотках вроде как бы потеряли свою привлекательность. Я тоже стала склоняться к мысли, что кусочек земли – это хотя бы гарантия того, что ты не умрешь с голоду. И еще на что я обратила внимание. Джозеф купил новую шляпу, наверное, чтобы понравиться Шеннон, но она проигнорировала сей факт. При очередной ссоре он хватает ее и окунает в ванне с водой и требует, чтобы она признала, что ей нравится эта чертова шляпа. Как мужчинам хочется, чтобы их хвалили в шляпе или без, восхищались ими, и тогда они будут готовы свернуть горы, совершать подвиги и даже умереть. Замечательный фильм, хорошо, что я вспомнила о нем. Многие моменты узнаваемы и понятны, от этого роднее и ближе. И все-таки люди на всей земле хотят одного и того же. Иметь землю, любить и быть любимыми, рожать детей, жить в мире и согласии. На сегодня все, всем пока.